Всем привет! С вами Таро Космо. И сегодня мы посмотрим, что вас ждет в ближайшем будущем. Смотреть мы будем на оракуле Ленорманд. И давайте посмотрим наш первый триплет. Что нам выпадает? Это у нас точка входа. Смотрите, практически каждому из вас в самое ближайшее время предстоит оказаться на каком-то своеобразном перекрестке. Это точка выбора, это точка входа. Выбор у нас непростой, потому что идет у нас не из головы, а откуда-то из глубины души. Многие из вас сейчас словно стоят перед какой-то дверью, которая уже немного приоткрыта, вы в нее смотрите, но почему-то медлите. То есть вы боитесь толкнуть эту дверь, потому что за ней находится что-то неизведанное. Неизведанное, как говорится, пугает. Да? Вы стоите, вы анализируете, прокручиваете в голове одни и те же мысли, а вдруг не получится, а что подумают люди. Так вот, карты здесь нам показывают, что в прошлом эта неуверенность идет из-за того, что был уже какой-то прецедент, остался какой-то осадок, что кто-то из вашего окружения, возможно, какой-то человек, которому вы доверяли, повел себя как-то неискренне. Это не обязательно может быть явный враг, возможно, это какой-то человек, который просто выдавал одно за другое. И этот опыт заставил вас закрыться, вы стали осторожнее, переборчивее. И сейчас, глядя в это будущее, вы словно ждете повторения подвоха. Но карты вам на это говорят, что нет, вы уже прошли этот урок, и в будущем все будет совсем иначе. Здесь у нас выпала карта Солнца. Она нам говорит о том, что в самое ближайшее время у нас наступит период какой-то такой кристальной ясности. То, что было скрыто пеленой, станет вдруг абсолютно прозрачным. Вы поймаете себя на мысли, что наконец-то поняли мотивы какого-то человека или причину затянувшейся неприятной ситуации. Это как будто вот пелена спадает с ваших глаз. Особенно это касается тех, кто боится какого-то важного разговора предстоящего. Вы его откладываете, вы придумываете отговорки, репетируете диалоги в голове, но в реальной жизни вы его избегаете. Карта говорит прямо, от этого разговора будет зависеть очень многое. Но в отличие от своего прошлого опыта, вы войдете в эту ситуацию с козырями на руках. Нужные слова придут сами, аргументы выстроятся в логическую цепочку, и даже самый сложный оппонент услышит вас. Вы сумеете не просто отстоять свои границы, но и расположить этого человека к себе. Вы выйдете из этого общения победителем. Все тайное станет явным, и это сыграет вам на руку. Если кто-то пытался играть против вас, то его карты в этот раз будут вскрыты. Вы увидите истинное лицо людей, и это знание даст вам свободу и облегчение. Давайте поговорим о самой яркой карте этого триплета, о змее. Змея нам показывает, что та самая фигура, которая стояла за вами, за вашими сомнениями, будет обнажена полностью. Ее вот так вот поймают, посадят, да, на какую-то палку. Этот человек, он словно вел какую-то двойную игру, возможно, улыбался в лицо, а за спиной делал совсем другие вещи. И вот карты говорят нам, что вы не просто увидите этого человека, его сущность, вы получите этому доказательство. Это может быть какая-то случайная фраза, какая-то оплошность, ошибка, которую совершит этот человек сам. И вы интуитивно поймаете эту ложь, поймаете эту фальшь. Так вот, с этого момента его власть над вами закончится. Вы перестанете быть удобны, вы перестанете подстраиваться. И это будет как раз
тот самый рубеж, где начнется ваша новая глава. Давайте посмотрим на настоящее. Так, настоящее у нас сад, возвращение, кольцо. Угу. Здесь у нас есть разговор про сердечные дела тоже. Хорошо, давайте заглянем в этот эмоциональный фон. Я вижу здесь какое-то возвращение. Знаете, вот скорее всего вернется то состояние счастья, которое, вот как вам казалось, было утеряно безвозвратно. У многих из вас был такой момент в прошлом, возможно, в юности или несколько лет назад, когда вы чувствовали себя по-настоящему живыми, когда горели глаза, когда все налаживалось. А потом что-то резко вот так вот случилось, какой-то кризис, расставание, потеря работы. И кажется, что все ушло уже безвозвратно. Так вот, Вселенная говорит, что у нее есть для вас подарок. Такое ощущение, что я на своем месте, я счастлив, оно вернется к вам. Это не обязательно придет через какого-то человека, хотя для кого-то это будет именно воссоединение или получение весточки издалека от того, кто очень дорог. Для других это придет через нового человека или через какую-то внезапно открывшуюся дверь в карьере или в вашем творчестве. Благодаря этому вы снова почувствуете вкус к жизни. Если вы думали, что ну все, мои золотые времена позади, больше так тепло и радостно уже не будет, то выбросьте эти мысли, потому что все будет. Причем качество этой радости, новой радости, будет еще глубже. Ведь вы стали мудрее. Вы перестанете гнаться за чем-то эфемерным и начнете ценить тот самый момент. Это ощущение, как сумерки такого вишневого сада, спокойное, зрелое, наполненное счастьем. Карта кольца, кольцо, нам говорит о том, что в каких-то отношениях, может быть дружеские, могут быть романтические, либо же деловые, они у нас выйдут на новый уровень. Если вы были с кем-то в ссоре, или у вас был какой-то период охлаждения, то энергия начнет теплеть, лед тронется. Вам могут сделать какое-то предложение, не обязательно предложение руки и сердца, хотя для кого-то это может и так проиграться. Скорее всего, вам предложат скрепить союз, договориться о чем-то важном, зафиксировать какой-то статус. Если вы одиноки и устали от этого, то кольцо показывает, что вы притянете какого-то человека, с которым вам не будет мучительно или страшно, кто-то, с кем будет спокойно и надежно. Вы поймете, что вы нужны этому человеку не просто на словах, но на деле. И это очень важное подтверждение от карт, что вы не одни. И ваша ценность в глазах другого человека вырастет колоссально. Звезды. Звезды у нас говорят о каком-то вдохновлении, о какой-то надежде. Как ночью загораются звезды, и это является таким доказательством, что небо очищается, тучи расходятся, мы начинаем видеть яснее, прекрасную картину. Эта карта говорит нам: верь. Даже вот если вы умом где-то сомневаетесь, внутри начнет просыпаться какая-то беспричинная радость. Вам вдруг захочется творить, наводить красоту, поменять свой имидж, записаться на курсы. Эта энергия вдохновления, она возвращается после какого-то долгого простоя, после каких-то сомнений. Вселенная буквально вкладывает вам в руку путеводную нить. Следуйте за тем, что зажигает искру в ваших глазах. Там ваша удача. И давайте посмотрим последний триплет на будущее, что ждет в ближайшем будущем. Что нас ждет в ближайшем будущем? Что нас ждет в ближайшем будущем?
Карта книга. Красота. Что же откроется вам в самом ближайшем будущем? Карта книги говорит нам о какой-то тайне, которая станет явной. Книга, она про знание и про какую-то скрытую информацию, вот, которая всплывет на поверхность. Вы узнаете что-то, что было скрыто. Это может быть какой-то секрет, который долго зрел. И этот секрет, вот он вот-вот скоро откроется. Либо вы сами займетесь обучением, погрузитесь в изучение чего-то нового, чего-то, что потребует от вас какой-то усидчивости и погружения. Книга говорит, что будет какое-то открытие, придет важная информация, которая расставит все по своим местам. То, что было непонятно, обретет четкость. Вы словно прочитаете ту самую страницу, которую вам не хватало для полной картины. И это знание даст вам силу и понимание, как нужно действовать дальше. Так, а теперь смотрите, здесь у нас карта корабля. Это про движение, это про перемену мест, переезды. Корабль он у нас про дорогу, про какую-то смену обстановки. Вам не будет сидеться на месте, и карта это подтверждает, что грядет какая-то поездка, возможно, она планируется. Это может быть какое-то путешествие, какая-то командировка, какой-то переезд. То есть корабль у нас всегда про перемещение в пространстве. Он также говорит нам о переменах, которые могут прийти издалека. Возможно, придет какая-то весточка откуда-то из далеких мест, или сами вы отправитесь в какие-то новые горизонты. Это всегда про движение вперед, про рассекание волн. Корабль у нас плывет, и вместе с ним вы будете двигаться с мертвой точки, вы отправитесь в какой-то путь. Вот, то есть это предвестник каких-то далеких странствий у нас. И завершающая карта, карта клевера. Как все мы знаем, четырехлистный клевер это про удачу. Это очень добрая карта. Но сразу хочу сказать, что это не про ту удачу, которая вот падает с неба, да, сыпется с неба. Это про какой-то маленький счастливый шанс. То есть карта говорит нам о том, что фортуна повернется к вам лицом. Это какое-то везение в мелочах, которое вот будет вот там повезло, тут повезло, и в итоге это все сложится в какую-то такую большую радость. Обстоятельства сложатся так, что, возможно, вам где-то подыграет какой-то случай. Может быть, в лотерею выиграете, да, например, или вам коллега принесет какую-то радостную новость, да, какой-то дадут, например, бюджет для вашей компании на развитие чего-то, да. Это также говорит нам о какой-то легкости, с которой вот разрешится какая-то ситуация, возможно, та ситуация, которая занимала у вас очень много времени, заставляла вас в чем-то сомневаться. Вот придет эта легкость вместе с тем, когда эта ситуация будет разрешена. Клевер нам также говорит про оптимизм, про то, что жизнь снова заиграет яркими красками, о том, что какой-то период неудач, который был, он, скорее всего, завершится. Наступит светлая полоса, когда все будет получаться как бы само собой. Вы даже будете удивляться, возможно. И это говорит нам о том, что в будущем вы воспрянете духом, у вас уйдут тяжелые мысли и придет то самое облегчение. Маленький зеленый листок – это как знак того, что судьба вам улыбается и дает шанс. Улыбнитесь ей в ответ. Вот что сегодня нам говорят карты о вашем будущем. На этом у меня все. Пишите в комментариях, если данный расклад резонирует с вами, ставьте свои лайки, оставляйте вопросы. Возможно, вы хотите посмотреть в будущем что-то еще, какую-то тему, тоже можете оставить это в комментариях, я это обязательно учту
И как знать, может быть, именно ваш комментарий станет заголовком нового видео. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Пока-пока.